Добрый день, дорогие друзья, гости канала и подписчики. Вы на канале Сельский быт. И с вами я, Маргарита. Сегодня у нас очень интересная тема – тайна крольчихи. Это должен знать каждый уважающий себя кроликовод. Сегодня я раскрою эту тайну, которую уже целые полгода хранила крольчиха. И о чем я даже не могла подумать. Была у меня отличная крольчиха, рожденная от достойных родителей и подающая большие надежды. Хороший вес, хорошо делала гнездо, рвала много пуха, но крольчат не было. Первый раз она натаскала много сена и заготовила гнездо, но в срок мы не обнаружили там никого. Соответственно, сделали вывод, что это прохолост. Так как крольчиха очень хорошая, то, конечно же, как и многие кролиководы, мы дали ей второй шанс. Второй раз она начала готовить гнездо и опять нарвала много пуха. И натаскала сена, и даже родила, но крольчата оказались мертвыми. Все выглядело странно. Мне показалось, что у нее произошел выкидыш. Ну что же, бывает. Дали третий шанс. Уделяли ей еще больше внимания. Давали самую вкусную еду, ее любимую морковку. Питья было вдоволь. Вот произошел третий окрол, и мы усиленно следили за ней. Вовремя увидели, что это произошло. Ситуация опять была немного неоднозначная. Было видно, что роды даются ей тяжело. Нос был в крови, и зад тоже. Пара крольчат опять погибли. Но 5 крольчат были живы. Я все почистила, положила в гнездо, накрыла их пухом и стала наблюдать. Эта крольчиха не стеснялась лежать в своем домике. При этом крольчата оказались припечатаны к стенкам. Меня это удивило. Остальные крольчихи лежат вне домика после окрола. Потом я обнаружила, что куда-то пропал один крольчонок. Я его искала по всему домику, но не могла найти. Я подумала, что он зарылся где-то в пуху и в сене. Чуть позже я пришла чистить маточник и просто ахнула. Крольчат нигде не было. Нигде. И тут страшная мысль наконец-то пришла мне в голову. Она съела их. Она съедала всех свои окролы. Это кровожадное существо съедало всю свою еду, все зерно на закуску своих крольчат. Даже жалко ее не было. Ее тут же постигла участь ее крольчат. Она отправилась в суп. Вопрос. Почему это могло произойти? Воды было достаточно, еды тоже. У меня один ответ. Они ее раздражали, потому что были тяжелые роды, может быть, они ей доставляли боль, и поэтому она от них избавлялась. Ее мама отличная крольчиха. У нее уже 5 окролов. Сидела рядышком. Все было отлично. Поэтому крыс мы отметаем, которые могли вынести крольчат из домика или съесть. Вывод такой. Если у вас крольчихи делают гнездо и холостят, приглядитесь к их поведению. Возможно, это именно тот случай,
и расставьте ловушки от крыс вне клеток. Положите туда кусочек сала. Если никто не поймается, значит и грешить на них нечего. Есть другие крольчихи, хорошие мамы. Моя крольчиха Фландер серая, когда первый раз окролилась, у нее произошел выкидыш. Я считаю, что произошло это по той причине, что мы ее переносили из ее клетки на улице в тепло, в беседку. Это вызвало стресс. Крольчата родились чуть раньше, но я сейчас не об этом, а о том, как крольчиха переживала за то, что у нее не вышел нормальный окрол. Когда я давала ей ее любимую морковку, она от нее просто отвернулась. На это было очень печально смотреть. Крольчиха очень переживала. Дня 3 отходила от этого стресса. Через некоторое время мы подсадили ее опять к окролу, и у нее вышел замечательный окрол через месяц. Вот она, посмотрите на нее, пожалуйста. Она стала совсем другая. И от ее агрессивности не осталось и следа. Она стала добрая, ласковая. Она очень любит, когда ее гладят. И своих крольчат она очень любит. Я вижу, как она их облизывает, как она лежит рядышком с ними и греет их. Она очень довольна, что у нее вышел окрол, что у нее появились детки, в отличие от той крольчихи. Конечно же, как и среди людей, есть и крольчихи разные. Бывают хорошие, бывают плохие. И у той был вот такой вот отвратительный характер. Почему она это делала, никто не может сказать. Мы можем только догадываться. Но таких крольчих лучше сразу отправлять в суп. Кормить их, надеяться, что они исправятся, наверное, нет смысла. Если вы заметили, что хоть одного крольчонка съела крольчиха, все, не давайте никаких шансов. Она попробовала вкус крови, это значит, что это будет повторяться. Ну вот такие вот сегодня у нас рассматриваются вопросы, ребята. Кому интересно, ставьте лайки. Кому не понравилось, можете поставить дизлайки. Давайте обсуждать в комментариях, почему это могло произойти, какие у вас были случаи, какие вы сделали выводы. Мне это все интересно. До новых встреч, друзья. Пока-пока.